Олег, посмотри на мой свитер. Он стал совсем маленьким. Правда? Я и не заметил, что он изменился. Я постирала его сегодня утром, а теперь он такой крохотный. Может, ты установила слишком высокую температуру? Я выбрала обычную стирку, как всегда. Ага, а ты смотрела ярлык на свитере? Честно говоря, я забыла посмотреть. Нужно было это сделать. На шерстяных вещах обычно стирать на 30 градусов. Так вот, почему он стал меньше. Очень жаль. Не переживай, у всех такое бывает, это нормально. Этот свитер мне подарила мама. Он был особенный. Понимаю. Может, попробуем осторожно его растянуть? Как это сделать? Я боюсь испортить его еще сильнее. Сначала свитер надо намочить, потом аккуратно тянуть руками. Хорошая идея. А ты так делал раньше? Да, я однажды тоже случайно сжал кофту сестры. Что у тебя получилось? Помогло? Да, размер стал немного больше, но не как раньше. Ну, попробую, вдруг получится вернуть форму. Я помогу тебе это сделать, не волнуйся. Спасибо, Олег. Я сама виновата, но расстраиваться не хочу. Ты права, главное это больше так не ошибаться. У тебя бывают такие неприятности с одеждой? Конечно, я однажды покрасил все рубашки в розовый. Серьезно? Как же это случилось? Я постирал белые вещи с красным носком. Смешно. Значит, мы оба учимся быть аккуратнее. Да, теперь я всегда проверяю всю одежду перед стиркой. Я тоже буду внимательнее, особенно с любимыми вещами. Давай повесим этот свитер, чтобы он немного вытянулся. А может быть, его отдавать кому-нибудь из знакомых? Попробуем сначала растянуть, а потом решим. Хорошо, так и сделаем. Спасибо за поддержку. Не за что, Татьяна, все будет хорошо. Сергей, посмотри, здесь цена 200 рублей. Да, я вижу. А что не так? На кассе мне сказали, что это стоит 250. Я не понимаю, почему разная цена. Странно. Может, это ошибка магазина? Кажется, да. Я же специально посмотрела ярлык. Ты уверена, что это тот же самый товар? Конечно. Вот упаковка, вот цена. Может, на полке осталась старая цена? Возможно. Но почему никто не поменял ярлык? Да, так бывает. Я видел такое в Новосибирске. Это не очень удобно для покупателей. Да, согласен. Люди теряют время и нервничают. Пойду еще раз спрошу у кассира. Правильно, лучше уточнить сразу. Сергей, ты поможешь мне объяснить ситуацию? Конечно, не проблема, Наташа. Спасибо. Иногда я волнуюсь говорить с продавцами. Не переживай, все решится спокойно. Ты часто сталкиваешься с такими ошибками в магазинах? Иногда бывает, но обычно исправляют быстро. Я надеюсь, что нам тоже помогут. Да, главное — быть вежливыми и спокойными. А если кассир откажет менять цену? Тогда можно попросить администратора магазина. Хорошая идея. Я об этом не подумала. В больших магазинах часто есть управляющий рядом. Спасибо, Сергей. Ты меня поддержал. Не за что. Мы вместе решим этот вопрос. Как думаешь, часто ли такие ошибки в Москве? Думаю, иногда бывают. Главное — быть внимательным.
Я всегда проверяю чеки перед выходом из магазина. Это правильно. Так можно избежать проблем. Спасибо за совет и помощь. Всегда рад помочь, Наташа. Ой, что случилось? Моя карта не работает. Извините, карта отклонена. Может, попробовать еще раз? Да, пожалуйста. Иногда терминал ошибается. Давайте, вставьте карту снова, пожалуйста. Попробовала, опять не работает. Почему так? Возможно, у карты закончился срок действия. Нет, срок действия до следующего года. Может быть, недостаточно средств на счете? Думаю, деньги есть. Я недавно пополнила счет. Карта иногда блокируется банком по ошибке. Очень странно. Это карта банка ВТБ. У нас иногда бывают проблемы с банком ВТБ. А можно попробовать провести оплату с помощью телефона. Конечно, у нас есть функция Apple Pay и Google Pay. Спасибо большое. Сейчас попробую через телефон. Ой, и тут пишет ошибка. Что мне делать? У вас есть другая карта или наличные деньги? К сожалению, у меня только эта карта. Можно позвонить в банк прямо сейчас. Да, наверное, это хорошая идея. Я позвоню в банк. Алло, служба поддержки? Карта не работает в магазине. Пока вы ждете, хотите отложить покупки? Нет, я хочу купить продукты сегодня. Понимаю, подождем вместе. Не переживайте. Спасибо, вы очень добры. Надеюсь, все решится. Не волнуйтесь, такое иногда бывает. Банк говорит, что карта активна, все в порядке. Давайте попробуем еще раз провести оплату. Хорошо, вставляю карту снова. О, теперь работает. Отлично. Покупка прошла успешно. Спасибо вам большое за терпение и помощь. Пожалуйста, желаю вам хорошего дня и удачных покупок. Спасибо. И вам хорошего дня. Здравствуйте. Извините, вы можете мне помочь? Здравствуйте. Конечно, как я могу помочь? У меня тяжелая сумка. Я не могу поднять ее по лестнице. Давайте я помогу вам. Куда нужно нести чемодан? Спасибо большое. Мне на второй этаж, пожалуйста. Нет проблем. Чемодан действительно тяжелый. Да, там много вещей. Я приехала сегодня из Москвы. Ого, долго ехали. Вы в гостях или переезжаете? Я в гостях у сестры. Она живет здесь, в Петербурге. Понятно. Как вам город? Петербург очень красивый. Очень нравится. Здесь красивые дома и много музеев. Я рад. Держите дверь, пожалуйста, чтобы я прошел. Да, конечно. Вот, дверь открыта. Спасибо. Осторожно, лестница немного скользкая. Я вижу. Сегодня пошел дождь. Наверное, опять. В Петербурге часто идет дождь. Привычное дело. Я уже это заметила. Зонтик теперь всегда со мной. Правильно делаете. Ваш чемодан очень тяжелый. Там подарки для племянников и немного книг. Вы любите читать? Я тоже люблю русскую литературу. Да, читаю Толстого и Чехова. А вы что предпочитаете?
Я люблю Достоевского и Пушкина, особенно стихи. Здорово. Может, посоветуете мне что-то интересное? Конечно, я могу дать список хороших книг. Буду очень благодарна. Вот и второй этаж уже. Пожалуйста, куда поставить чемодан? Поставьте, пожалуйста, около двери справа. Готово. Надеюсь, больше помощи не нужно? Спасибо вам огромное. Без вас не справилась бы. Рад помочь. Если что, зовите. Меня зовут Алексей. Очень приятно, Алексей. Я Ольга. Приятно познакомиться, Ольга. Хорошего дня вам. Спасибо и вам хорошего дня. До свидания. Максим, у тебя есть любимое время дня? Да, Анна, я люблю утро больше всего. Правда? Почему именно утро? Утром тихо и свежо. Птицы поют за окном. Можно спокойно пить кофе и думать о дне. Это приятно. Я тоже люблю спокойные утра. Но мне больше нравится вечер. Интересно, чем тебе нравится вечер? Вечером город становится красивым, особенно летом. Я люблю гулять, когда солнце садится. Я понимаю тебя. Закаты действительно красивые. А ты часто гуляешь по вечерам? Если хорошая погода, всегда выхожу. Иногда встречаюсь с друзьями в парке. Здорово. Я тоже люблю прогулки в парке. Максим, а ты пьешь кофе только утром? Обычно да. Утренний кофе — это мой ритуал. А ты что любишь делать вечером? Мне нравится читать книги или смотреть фильмы. Иногда слушаю музыку и мечтаю. Какая у тебя любимая музыка для вечера? Я люблю джаз или тихую классическую музыку. У меня похожий вкус. Джаз хорошо подходит вечеру. Да, музыка создает уютное настроение. Кстати, ты любишь смотреть закаты на балконе? Да, это очень романтично и успокаивает. Иногда я фотографирую рассвет из окна. Фотографии рассвета всегда получаются красивыми. Ты когда-нибудь видела рассвет на море? Нет, но мечтаю однажды поехать в Сочи весной. Это отличная идея. Море на рассвете прекрасно. Спасибо, Максим. Теперь я еще больше люблю вечера. А я все больше ценю свои утренние часы, Анна. Сергей, ты видел новую витрину в этом магазине? Да, Анна, я заметил. Кажется, они часто меняют витрину. Мне нравится смотреть, что они выставляют каждый раз. Да, витрина всегда интересная и яркая. В прошлом месяце там были красивые платья. А сейчас я вижу летние рубашки и шляпы. Наверное, владельцы магазина любят перемены. Это привлекает покупателей, не правда ли? Конечно, каждый раз хочется зайти и посмотреть. Я даже купил здесь подарок маме. Правда? А что ты выбрал для нее? Я выбрал шарф. Он был на витрине 2 недели назад. Как здорово! Магазин помогает выбирать подарки. Я всегда смотрю на витрины, когда гуляю по улице. И я тоже. Это делает улицу красочной. Зимой витрина была с гирляндами и елками, помнишь? Да, очень красиво. Было праздничное настроение.
Мне нравится эта традиция менять витриту часто. Это редкость в нашем городе, обычно все одинаково. У нас в Омске мало таких магазинов с витринами. Да, в основном магазины обычные, без фантазии. Я бы хотела работать декоратором витрин. Отличная мечта, Анна, у тебя хороший вкус. Спасибо, Сергей. А какая витрина тебе понравилась? Мне больше всего нравилась весенняя с большими цветами. Я тоже ее помню. Там были синие и желтые цветы. Часто прохожие фотографируют витрину. Да, я тоже сделал пару снимков для сестры. Здорово, когда магазин делает город ярче. Согласен, это радует и взрослых, и детей. Давай еще раз посмотрим на витрину вместе. Давай, может, найдем что-то новое и интересное. Извините, пожалуйста, который сейчас час? На моих часах сейчас ровно 3 часа. Странно, на моих уже 3:15. Правда? Может, мои часы отстают? Или мои спешат. Какое сегодня число? Сегодня 22 июня, среда. Спасибо. Я недавно поменяла батарейку. Может, что-то не то с установкой времени? А у меня часы старенькие, им уже 5 лет. Я из Москвы, привыкла следить за временем. А я из Санкт-Петербурга. Там тоже важно быть вовремя. Мы оба любим пунктуальность, это приятно. Давайте сравним наши часы с телефоном. У меня телефон в сумке, а у вас? С собой. Сейчас посмотрю, который час. Телефон показывает 3:10. Ой, это почти между нашими часами. Видимо, ваши чуть спешат, а мои отстают. Наверное, стоит синхронизировать их. Хорошая идея. Вы часто проверяете время. Да, особенно когда встречаюсь с друзьями. Я тоже стараюсь не опаздывать на встречи. В детстве у меня были только наручные часы. Сейчас часто смотрю время на телефоне. Я люблю носить наручные, это привычка. А у вас есть любимая марка часов? Мне нравится ракета, это классика. О, у меня часы марки Слава, тоже известные. Здорово. Русские часы всегда стильные. Спасибо за беседу. Теперь я знаю точное время. И вам спасибо. Хорошего дня и успехов. Вам тоже всего доброго и пунктуальных минут. Ой, Сергей, дверь закрылась, ключи остались внутри. Правда? Лена, ты уверена, что ключи не у тебя? Да, я только что проверила, карман пустой. У меня тоже нет ключей. Вот неудача. Что же нам теперь делать? Я немного волнуюсь. Не переживай, это бывает. Попробуем что-то придумать. Может, кто-то из соседей дома? У них есть запасной ключ? Вроде нет. Я не давал никому запасной ключ. Может, позвонить домоуправителю? У него точно должен быть ключ. Хорошая идея. У тебя есть его номер телефона? Нет, кажется, только дома записан. Я попробую вспомнить. Может, сохранил в телефоне. Секундочку. Нет, тоже не нашел. Ой, а вдруг мы совсем не сможем войти? Не волнуйся, Лена, выход всегда найдется. А если вызвать службу вскрытия дверей? Это вариант, но обычно они долго едут.
А вдруг ключи кто-то нашел и вернул на ресепшн? В нашем доме нет ресепшна, к сожалению. У меня брат живет рядом. Может, он поможет? Позвони ему, вдруг знает какую-нибудь хитрость. Сейчас попробую. Миша, привет. У нас ключи в квартире. Ты знаешь, как открыть дверь без ключей? Что он сказал? Может, сможет приехать? Он работает до 6, не успеет. Жаль. Придется подождать или вызывать мастера. Может, сядем на скамейку и подумаем спокойно? Давай. Все равно спешить некуда. Ты не сердись на меня, что я забыла ключи. Ну что ты, Лена, со всеми такое бывает. Спасибо. Скажи, может, нам просто поговорить пока? Конечно, иногда можно отдохнуть от дел дома. Ты прав, Сергей. Просто смешная ситуация получилась. Да, будет что вспомнить потом. Ой, моя сумка порвалась прямо на улице. Ой, вы в порядке? Давайте посмотрим. Спасибо, я не поранилась, просто сумка лопнула. Здесь все ваши вещи? Может, что-то потерялось? Вроде бы нет. Кошелек и телефон на месте. Это хорошо. Сумка выглядит старой? Да, я давно ее ношу. Наверное, пора новую купить. Может, она порвалась из-за тяжелых покупок? Возможно. Сегодня я несла много книг из библиотеки. Я могу помочь вам собрать вещи? Спасибо. Это очень мило с вашей стороны. У меня еще упал блокнот. Можете найти его? Вот он, возле ваших ног. Ой, спасибо. Я бы не заметила. Не за что. Может, вам дать пакет для вещей? Спасибо, но у меня есть маленький пакет. Я не ожидала, что сумка так быстро порвется. Иногда такие вещи случаются в самый неожиданный момент. Наверное, стоит брать запасную сумку. Это хорошая идея. А где вы покупали эту сумку? В маленьком магазине недалеко от дома, здесь, в Москве. Возможно, там есть похожие, но прочнее. Да, может быть. Я поищу новую завтра. А какой цвет сумки вы бы хотели в следующий раз? Я люблю синие или бордовые сумки. Красивый выбор. Они подойдут к вашему пальто. Спасибо, вы очень внимательны. Если хотите, могу посоветовать хороший магазин. Спасибо, это очень полезно. Как он называется? Магазин называется «Сумка Мир». Там большой выбор. Обязательно зайду туда на днях. Если нужна помощь или совет, дайте знать. Спасибо большое за заботу. Вы мне очень помогли. Олег, посмотри, на моем платье пятно. Где? Покажи, Марина. Вот здесь, на груди. Оно большое? Нет, оно маленькое, но заметное. Ой, как неудобно. А ведь мы скоро выходим. Не волнуйся, ты не пробовала стереть его? Я только что заметила. Чем лучше попробовать? Возьми немного воды и салфетку. Ты думаешь, это поможет? Может быть, если пятно свежее, вода поможет.
Хорошо, попробую аккуратно. Ой, оно не исчезает. Кажется, стало больше. Что это было? Кофе? Чай? Наверное, это кофе. Я пила утром. Кофе трудно вымыть. Давай попробуем мыло. Ты найдешь мыло в ванной? Конечно, сейчас принесу. Вот мыло. Натирай аккуратно, не сильно. Спасибо. Все равно пятно осталось. Давай прикроем шарфом или пиджаком. У меня есть легкий красный шарф. Красный тебе очень идет, Марина. Спасибо, Олег. Я завяжу шарф вот так. Теперь пятна совсем не видно. Ты уверен? Может быть, лучше поменять платье? Нет, все хорошо. Ты выглядишь отлично. Спасибо, мне легче. Я переживала из-за пятна. Не стоит волноваться. Такое бывает со всеми. Хорошо. Давай теперь попьем чая перед выходом. Давай, только будь осторожна с чашкой. Обещаю, буду держать крепко. Отлично. Время выходить почти пришло.